Мое почтение. Это канал про театр, и вообще мы редко когда говорим о каких-то актуальных современных театральных новостях. Обычно мы что-то можем написать в Телеграм, и это как бы максимум. Однако сейчас случай исключительный. Где-то неделю назад вышел второй выпуск шоу Вована и Лексуса на, прости господи, надежде русского видеохостинга Рутюбе. Обычно эти пранкеры пранкуют самых разных людей, начиная от высших чинов, заканчивая простыми актерами, там, голливудскими актерами, может быть. И вот в этом выпуске пранканули и разоблачили художественного руководителя театра Вахтангова и режиссера Римаса Туминаса. В этом же выпуске великолепные эксперты разобрали его русофобскую натуру и сказали, что он на самом деле призван, чтобы разрушить скрепы нашей русской культуры. Квинтэссенция, как сейчас принято говорить, человеческой подлости и мерзости. Враг. Он враг нашего народа. Является ли это правдой? Является ли Римас Владимирович и правда русофобом? Давайте разбираться. Эта новость повлекла за собой уход Римаса Владимировича из театра Вахтангова, и, на самом деле, этот уход в чем-то даже готовился, потому что Римас Владимирович тяжело болеет, у него были периоды в творчестве, когда ему нужно было делать перерыв и лечиться, и, собственно, в феврале часть своих обязанностей он передал Кириллу Кроку, директору. Именно их тандем, собственно, и сделал театр Вахтангова одним из ведущих театров страны. Передача начинается с того, что приходит Михаил Шахназаров. Кто это нахрен такой, я до конца не знаю. Я думал, что это вообще родственник Карена, но они вообще не родственники. И вообще, кто это? Биндюжник такой вот. Но в связи с такой животрепещущей темой, он вдруг стал для нас экспертом в сфере культуры и театра. Он, значит, такой приходит к Вовану и Лексусу. Добрый вечер, давайте-ка начнем с слитого звонка. Послушаем слитый звонок Римаса Туминаса со своим сокурсником. У вас русские каналы, там есть телевидение? Нихуя нету, не надо. Нету? Хуйней там занимаются. Римас Туминас разговаривает по телефону со своим сокурсником Сергеем Германом, которому он говорит довольно-таки противоречивые и агрессивные слова о Москве, о войне, и естественно, мы ничего этого не одобряем. С другой же стороны, давайте посмотрим честно. А с какого это хрена частный разговор становится публичным, и благодаря этому человек просто теряет работу? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Эх, если б я знал. Скажи мне, у тебя там в театре все хорошо, нормально? Да, классный сокурсник, конечно. Так лицемерить и потом сливать все на публику. И нет, мы не оправдываем высказывания Римаса Туминаса. Мы не одобряем и не поддерживаем. Но, еще раз повторюсь, это не интервью, это не публичный разговор. Это частный и подло слитый диалог двух людей. Сергей Герман — это его сокурсник, человек довольно странный. Как видно из постов в Фейсбуке, он пытается косплеить мемы. Плюс ко всему он любит сообщения капсом. Но такой, знаете, такой агрессивно настроенный патриот, который знает лучше всех, что им нужно. И на этот частный разговор мы получаем потрясающий комментарий Михаила Шахназарова. Что же вы скажете, Михаил? Михаил — эксперт во всех делах. Он занимается чем? Он выполняет заказ на уничтожение русской культуры. Ну да, конечно. Один слитый кухонный телефонный звонок, и все. Он настоящий русофоб, человек, который не имеет никакого права вообще прикасаться к чеховской драматургии. О, господи, литовский захватчик. 15 лет руководил театром, ну и тут, пока-пока. Наверное, можно с ним согласиться, ведь Михаил специалист, мастер на все руки. Подождите, Михаил, а вы сами русский? Михаил, посмотрите ваш паспорт, у вас же там Рига, это же, я не помню такого русского города Рига. А как так получается, Михаил, что вы являетесь гражданином Латвии? Что-то там говорите про то, что в Россию пришли литовские басурмане. Далее шоу продолжается, и на арену выходят два суперэксперта. Художественный руководитель и режиссер театра «Модерн» Юрий Грымов, который по факту так, что-то там выступал, но вот и как-то ушел, и по итогу уже этого интервью открестился вообще от всего. Окей, и второй эксперт,
Это Татьяна Васильева. Эти эксперты вошли в студию, и началась вторая часть разоблачения Римаса Туминаса. Это тот самый пранк, в котором Лексус и Вован, притворившись министром культуры Украины, позвонили Римасу Туминасу с целью выяснить, а как Римас Туминас относится к современной ситуации. Вдруг этот телефонный разговор был фейковым. Мы решили перепроверить эту информацию, поэтому мы позвонили ему от имени министра культуры Украины и, соответственно, решили поинтересоваться его человеческой позицией, его взглядами на то, что сейчас происходит в мире. Да, и вывернуть все так, как удобно вам. Сделать склейки, где нужно, и вуаля. Кого уже удалось обработать нормально. Ну и с актрисой Лерман, моей главной актрисой исполнительной. Может быть, вы к нам переедете в Киев какой-нибудь? У нас же тоже есть много театров. Да, хорошо, спасибо. Например. Подумай. Я хочу... Нет, это серьезно. Я даже собираюсь с вами к беседе, подумал, что вот что ж, сяду в машину, приеду в Киев и хотя бы начнем. Хотя бы какие-то первые репетиции, первые встречи. Как видите, в данных случаях склейки абсолютно меняют смысл беседы. В первом варианте министр задал один вопрос, а Туминас отвечал на другой. Во втором же, как и говорил сам Римас Владимирович, а его слова можно обосновать источниками из интернета, я говорил о том, что когда-то обещал Богдану Ступке переехать в Киев и поставить на него спектакль. Мы тогда с дядей Ваней гастролировали в Киеве и с тех пор очень подружились, и при каждой встрече возвращались к разговору об этой обстановке. Он так мне понравился, я в нем как будто отца чувствовал. Он болел уже, у него была операция, поэтому было больно потом узнать про его смерть. Он ушел, а обещание осталось невыполненным. Но для меня так... Как обещание Ульянову, так и обещание Ступки должно во что-то превратиться. Об этом я и сказал в разговоре, но это все вырезали. Ну и вишенка на торте. Момент, который растиражировали многие СМИ. Римас Туминас принимает предложение о постановке спектакля про Степана Бандеру. Давайте послушаем, как это было. Я сам, по сути, такой режиссер. У меня есть спектакль, называется «Мой друг Бандера». Вот я бы вас хотел туда пригласить. Да, хорошо. А в каком театре? Вот как раз в еврейском театре он будет. В еврейском, ага. Угу. Я плохо его знаю. Дело в том, что вот этот спектакль, который я хочу ставить, да. Бандеру, я его не просто так хочу в еврейском театре ставить, а потому чтобы показать, что Бандера-то он и для евреев не оказал как такового сильного негативного влияния. Вот, и поэтому, чтобы примирить евреев с Бандерой. Вот это вот. Да. Очень важно. Да. Очень важно, да. Здесь, очевидно, лже-министр культуры Вован или Лексус криво предлагает Римасу госзаказ на спектакль. При этом сначала говорит, что это он режиссер и спектакль уже готов, а после магической склейки оказывается, что это еще нужно поставить, и на этой роли он хочет видеть как раз Римаса Владимировича. Да, соглашусь, реакция на предложение Туминаса была довольно странной, но самого ответа не было. Или его вырезали. Но это еще не самое... смешное, не самое сюрреалистичное. Самое сюрреалистичное — это будущие комментарии наших экспертов. Мне будет очень, даже не интересно, а противно, скорее всего, если в конце концов он вернется и будет продолжать. Татьяна, это нам будет противно, если вы будете продолжать совращать режиссеров, а потом еще говорить в интервью, что любые актрисы должны спать с режиссерами, чтобы строить свою карьеру. Вот, к примеру, ее цитата на одном из шоу, где обсуждался какой-то вопрос домогательств актрисы Елены Проколовой. Итак, цитата от Татьяны Васильевой, где она описывает свой роман с режиссером театра сатиры. «Было глупо противиться этому роману. Как можно не отблагодарить его так, как ему будет приятно? Он мне очень нравился, мы великолепно проводили время. Одного таланта недостаточно. Так много надо успеть. Чего тут ломаться? Так просто ничего не бывает. За один талант уже давно ничего не получишь». Друзья, мы не хотим никак оправдывать никакую западную повестку, мы просто пытаемся логически это осмыслить слова людей, которые сами по себе имеют ворох
из самых разных проколов, но при этом они являются экспертами и линчевателями режиссера Римаса Туминаса. Из этой... Какое это государство-то? Это Литва. Литва. Нас там, мы все враги для них, для этой Литвы всегда были. Вполне возможно, Васильевой не нравится Туминас из-за спектакля «Евгений Онегин». Дело в том, что там есть сцена с медведем, и, видимо, во время просмотра Татьяна боялась, что в какой-то момент этот Мишка выйдет из кустов и все скажет. Вы спросите, кто же такой Римас Туминас? С какого хрена мы вообще его защищаем? Римас Туминас является учеником актера и режиссера Иосифа Туманова, который, в свою очередь, является учеником Юрия Завадского, который, в свою очередь, стоял у истоков основания театра Вахтангова. Мне кажется, это круто, когда актерские и режиссерские школы переходят из одного поколения в другое, они обогащаются, появляются новые краски из блестящих спектаклей, в том числе и спектаклей Римаса Туминаса. Являются ли его спектакли русофобскими и вообще ужасными? Тем не менее, Да, я вот. смотрела спектакли. Они очень политизированные. Конечно. Очень. Ну, наверное, не совсем. Как минимум потому, что в том же «Дяде Ване» Римас Туминас никак не тронул сюжет. То есть, если бы он как-то изменил какие-то перипетии, если бы он добавил еще голых людей, бегающих направо и налево, то, может быть, можно было его в чем-то и обвинять. Однако же всего этого у него не было. В данном шоу могут насмешить и вообще удивить многие цитаты. К примеру, что Римасу Туминасу главное это бабки. Для него главное, основополагающее, это не вера в людей, не вера в Бога. Для него главное бабки. А не то, что Татьяне Васильевой, которая в последнее время только и делает, что играет в антрепризах и зарабатывает деньги. Нет, Римас Туминас, ставящий дядю Ваню с медийными актерами. Спойлер, нет, там не все далеко медийные, и как бы он выезжает не за счет этого, а за счет своей художественной ценности. Но нет, все не так. Римас зарабатывает бабки. Ну и, собственно, вишенка на торте — это ужасающая цитата. Нашей культурой с 90-х годов занимаются и штатники, и англичане, и прибалты. Именно они занимаются нашей культурой. И если мы сейчас заслон не поставим перед этим, нашей культуре... Это говорит эксперт по всем вопросам Михаил Шахназаров. Напомню, из Риги. Он говорит про нашу русскую культуру. Давайте занимать какие-то высшие посты, посты художественного руководителя. Не будут люди, которые там талантливые, которые что-то могут, которые могут строить репертуарную политику. Пусть это будут просто русские. Просто чтобы в паспорте была Россия, и не важно, что он ничего не умеет. Собственно, естественно, все это сарказм, и тут сразу вспоминается цитата из пьесы «Мистерия Буф». «Мы никаких не наций, труд — это и есть наша Родина». Так вот, Римас Туминас и доказал трудом И бережным отношением к российской культуре и театру. В 2011 году, в честь 90-летия театра, он поставил спектакль «Пристань», как дань уважения ведущим артистам, которые посвятили всю свою жизнь Вахтанговскому театру. При нем начал восстанавливаться дом Вахтангова во Владикавказе, который в будущем станет музеем и культурным центром. При нем происходил плавный переход от старшего поколения вахтанговцев к молодому, и в спектакле «Война и мир», который он готовил больше года, можно увидеть, как артисты молодые и зрелые объединяются в актерский ансамбль. Он вдохнул жизнь в главные русские произведения литературы – Евгений Онегин, «Дядя Ваня», спектакли, в которых не менялся сюжет классики, а грамотно переосмыслялся. При нем театр забрался в топы и представил себя на международной арене. Любая проститутка, вот она, ну это правда я говорю, вот любая проститутка, она честнее, чем Римас Туминас. Давайте все это отбросим, да, ведь все это не важно. Пусть эти люди похайпят, пусть поболтают и растворятся. Хотя, судя по тому, что они говорят, что смотрите, только мы должны оставаться в России и, собственно, отвечать за развитие нашей культуры. Это страшно. Это страшно. И сейчас фейк — это как бы каждая вторая новость. Сейчас говно льется со всех сторон. И хочется, чтобы мы все-таки оставались людьми и помнили о поступках в культуре Римаса Туминаса, Карбаускаса, который тоже смешали и сказали, что он литовец ужасный. Когда они появились в Москве, что Туминус
прошу прощения, что Карбаускас. И всех таких деятелей, чтобы их как бы не забывали, они пытались похайпиться на каком-то пустом трепе. Перед тем, как меня обмануть или оскорбить, или там обидеть, или там, поинтересуйтесь мною, что я режиссер. Я должен видеть человека и понимать должен человека. Так что вижу, что вы нечестный, недобрый человек, обманываете. Но как-то так, не могу сказать. Бог с ним, Бог с ним, Бог с ним.